Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю приготовить вкусную, легкую, простую желейную конфету «Мишка». Она будет сегодня ягодная, вишневая, все как я люблю. Вы, конечно же, можете пюре заменить на любое другое, любимое вами. А еще сегодня поговорим немного о желатине. Часто спрашиваете о желатине, агаре, пектине. Сегодня речь пойдет о желатине. Итак, желатин – это загуститель животного происхождения. То есть готовится он, изготавливается из хрящей, костей. Если агар-агар у нас это водоросли, то желатин – это животное происхождение. Желатин у нас бывает в порошке, а бывает в пластинах. Вы можете использовать как один, так и другой. Сила геля, то есть способность желатина удерживать воду, измеряется в блум. Чаще всего мы используем в рецептурах 200 блум. И на упаковке производитель должен это все указывать. Я понимаю, что часто в магазинах производитель не указывает, а если все-таки вы знаете, сколько блум, допустим, 180 блум, вы должны пересчитать рецептуру по формуле на 200 блум. Или если у вас 240 блум, то должны вернуться все-таки на 200 блум. Как правило, 99% случаев рецептуры даются все из расчета на 200 блум. Как мы используем желатин? Желатин замачивается прохладной водой, то есть водой комнатной температуры. 1 к 5 или же 1 к 6. В каком случае 1 к 5? В том случае, если блум, сила геля у нас 200 блум, тогда 1 к 5. Если у вас 220 или 240, то есть способность поглощать влагу, она больше, поэтому вам влаги понадобится, воды понадобится больше. Тут уже будет 1 к 6. Воду лучше не заменять на другие жидкости, там алкоголь или фреш. Используйте для замачивания желатина исключительно прохладную воду. Для приготовления желейной конфеты нам понадобится 200 мл ягодного пюре, у меня вишневое, без косточек и шкурочек, 50 мл воды, 30 граммов желатина, сила геля 200 блум, плюс 150 мл воды к желатину и 30 граммов сахара или меда. Соединяем воду с желатином. Здесь, в принципе, не важно, во что вы добавляете, или желатин в воду, или воду в желатин. Главное, возьмите ложечку и активно перемешайте, чтобы не было у вас там не намокших частей желатина. Отставляем желатин в сторону на 10-15 минут. Он должен набухнуть. После того, как желатин набух, мы получаем желатиновую массу. И вот эту желатиновую массу вы можете хранить в холодильнике абсолютно спокойно до 3 суток. Друзья, что еще вам нужно знать о желатине? Есть такой момент, есть фрукты, овощи и ягоды, которые содержат в себе энзимы, разрушающие белок. Желатин – это белок. Те фрукты, которые содержат энзимы, это киви, папайя, финик, подсказывай мне, кто был еще? Ананас, спасибо. Киви, папайя, финик, ананас, но чаще всего нам встречается киви, ананас. Да, и еще слышала такой момент с грейпфрутом, что он не очень хорошо желируется, и тыква. Но грейпфрут и тыква, в принципе, у меня тут вопрос, у меня с ними проблем не возникало, таких как, допустим, с ананасом и киви. Поэтому мы не можем зажелировать ананас и киви. Но если мы хорошенько прокипятим ананас пюре или киви пюре, мы разрушим эти энзимы, и тогда уже можем использовать это пюре с желатином. Или же убрать желатин из рецептуры и использовать загуститель, в виде загустителя использовать агар-агар. Так, пока желатин здесь у нас отдыхает, что мы сделаем?
У меня здесь вишневое пюре, оно без косточек, шкурочек, то есть чистое вишневое пюре. Это может быть и смородина, и черника, малина, клубника, все, что вы любите, все, что вы хотите. Но если вы используете ягоды довольно-таки кислые, насыщенные по вкусу, я разбавляю, тут у меня 50 мл воды, я буду сейчас вишню разбавлять. Вы можете этого не делать. Мне все-таки нравится больше вишня в разбавленном состоянии, точно так же, как черная смородина или черника. Малину и клубнику можно не разбавлять. Так, переливаю в сотейник пюре, отправляю сюда же воду. Так, и еще один ингредиент – сахар. Сахар, конечно же, здесь можно заменить, это может быть белый сахар, может быть тростниковый сахар, может быть сироп топинамбура, еще есть сиропы у нас, сироп агавы, сироп кленовый, что еще можно, эритритол, допустим, если мы говорим о заменителе сахара. И количество сахара вы выбираете самостоятельно. Все зависит от того, насколько кислое у вас здесь пюре. Вот у меня здесь 30 граммов сахара. Отправляем это пюре на плиту. Если вы используете пастеризованное пюре, то вам его кипятить не обязательно. Если же вы приготовили его самостоятельно, то необходимо довести пюре до кипения и прокипятить несколько минут. Масса у меня практически закипела, снимаю ее с огня. Так, здесь у меня замоченный набухший желатин. Что можно сделать? Можно отправить желатин сейчас вот так в микроволновку или на паровую баню, растопить и добавить уже распущенный желатин вот в эту жидкость. Но поскольку у меня эта жидкость горячая, и ее тепла будет достаточно, чтобы желатин хорошо растворился, поэтому можно вот так вот добавить желатиновую массу просто в горячее пюре. Перемешиваем. Как я уже сказала, от тепла пюре сейчас желатин полностью растворится, распределится в пюре. Кондитерский мешок, мерный стакан для удобства. Переливаю жидкость. Оп. Завязываю узелок, чтобы пюре не сбежало. У меня здесь вот такая силиконовая формочка мишка. Заполняем, пока масса у нас теплая и текучая. Если она будет остывать, она будет становиться плотнее, и поэтому мишки могут получиться без лапок. Потом может не зайти, в лапки не затечь жидкость. Вот так. Маленькая дырочка и заполняю форму. Итак, у меня получается 7 вот таких формочек. На одну формочку уходит 60 мл приготовленного зажелированного пюре. Если у вас одна такая форма, вы можете убрать ее в холодильник на несколько часов для того, чтобы мишки застыли. Вообще желатин набирает максимальную плотность, это где-то 6-7 часов. Но для таких малышей и мишек будет достаточно и несколько часов. Потом мы достаем их из формы и наполняем снова вот этим пюре. К тому моменту оно уже зажелируется, его можно прогреть или в микроволновке, или на паровой бане. Не бойтесь, все будет в порядке, не надо только кипятить. Просто прогрейте, чтобы масса была текучая, и снова заполняем мишек и отправляем форму в холодильник. Друзья, из этого количества ингредиентов мы получаем 350 таких мини-мишек. Вес одного мишки 1 грамм, а калорийность 0,7 килокалорий. Так что готовьте таких мишек и не поправляйтесь. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки и давайте готовить
вместе с удовольствием.